Здравствуйте! Сегодня открываю серию видео про актуальный конфликт. Что это такое? Актуальный конфликт. Это не то, что с тобой произошло, как какая-то острая вспышка, острая ситуация. Это то, что внутри тебя это событие запускает. И в конце этого видео я предложу вам 3 ключевых вопроса, после ответа на которые ваша жизнь уже не будет прежней. Итак, поехали. Мы привыкли думать, что конфликт– это про других людей, про ситуации, про внешнее, про обстоятельства. Но иногда что-то происходит, и внутри становится слишком много чувств, боли, слез, разных эмоций. И тогда это уже не просто ситуация, это встреча между тем, что произошло снаружи, и тем, что живет внутри нас. И этот цикл видео не про то, как правильно или неправильно мы реагируем. Он про то, как начать понимать, что на самом деле с вами происходит в момент конфликта, внешнего события. Ну и в дальнейшем, само собой, что происходит после того, как это внешнее событие актуализировало что-то внутри. Мы будем говорить о внутреннем отклике, старых переживаниях, которые как будто оживают в настоящем, симптомах, как языке психики, способах, которыми мы бессознательно справляемся, защищаемся. И постепенно вы начнете видеть конфликт изнутри, что это не проблема, а точка входа в себя, в понимание себя, своих внутренних процессов. Потому что событие, оно почти всегда нейтральное. И еще, если вы замечали, то, что одно событие у одного человека вызовет такую реакцию, у другого вообще не вызовет никакой реакции, а у третьего вызовет такое бурное эмоциональное состояние, которое можно назвать аффектом. Почему? Итак, продолжим. Такие обычные события, как переезд, новая работа, свадьба, рождение ребенка и разные другие, у разных людей вызывают разные реакции. Бывают, конечно, события и не нейтральные, а вполне так себе тревожные, даже психотравмирующие, такие как развод, еще какая-нибудь потеря. Но сегодня мы об этом говорить не будем. Так вот, именно дальше начинается самое интересное. То, что я уже сказала, у одного человека это просто очередной этап жизни, а у другого это тревога, бессонница, злость, ощущение, я что-то делаю не так, со мной что-то неправильно, или с миром неправильно, или с окружающими людьми совершенно что-то неправильно. И человек проявляет вот такую бурную эмоциональную реакцию, которую вот мы называем аффектом. И здесь я хочу привести ряд примеров, ряд таких ситуаций, которые я встречала как психотерапевт в своем клиническом опыте. И сразу хочу предупредить, что все совпадения случайны, так как я могу поменять местами и события, и объединять в моем рассказе разные ситуации, кейсы. И поэтому все совпадения абсолютно случайны. Итак, я вспоминаю одну клиентку, женщину, которая чувствовала огромное сожаление, прям горе со слезами в малейших ситуациях, похожих на расставание. Например, с полюбившимся проектом, с людьми из короткого отпуска, даже с персоналом гостиницы, в которой она отдыхала, с городом, где эта женщина проводила время в силу командировки или отпуска. И она настолько это сильно проживала, как каждый период, как новое расставание, как еще одно горе. И получается, что это событие активирует такое переживание, которое запускает вот такой актуальный конфликт. Или другой пример. Женщина вполне так себе состоявшаяся и самодостаточная, но стоило ей только начать выстраивать взаимоотношения с противоположным полом с намеком на их
серьезное дальнейшее продолжение в брак, например, так она превращалась в послушную, подавленную, как будто маленькую девочку, прямо как из фильма «Заколдованная Элла». Я вспоминаю такой фильм, и кто не видел, посмотрите, рекомендую. И словно заколдованная, причем здесь очень даже уместное это слово, оно ключевое, не понимала, что с ней происходит, злилась на мужчину и считала его виновником своего переживания и вот такого превращения в маленькую девочку. И вот это состояние побудило ее обратиться за психотерапевтической поддержкой. Почему это происходит? Потому что конфликт – это всегда столкновение ожидания и реальности. Или сказать, если можно, психоаналитическим языком, мы все внутри носители тех или иных сценариев повседневности. Согласно этим сценариям и работает наша личность как психические закономерности, так называемые кнопки в психике или таким словом можно сказать паттерны поведения. На такое-то событие мы реагируем так, как нам кажется правильно, как мы почувствовали и трактовали. Например, он, она не отвечает уже 2 часа. Он, она опаздывает. Сказал что-то. И вот рождается переживание. Меня не ценят, ни во что не ставят. Меня, наверное, бросят. У кого-то даже реальность может уплывать из-под ног или случается тревожная реакция. А реальность этому подтверждение зачастую только внутри личностного пространства. И в этом месте рождается напряжение, рождается конфликт. Итак, самое важное место. Чем сильнее эта ценность связана с вашей идентичностью, то есть тем, как вы себя понимаете, ценностное представление о себе, тем больше конфликт. Например, если внутри есть ценность «я человек, на которого можно положиться всегда и во всем», то вам трудно выдержать чужого несовершенства, чужой безответственности или даже своей ошибки. А если вы через это строите свое уважение к себе и другим с высокими требованиями и стандартами, то несложно догадаться, что все другие как бы не дотягивают, и их уважать сложно или никак нельзя. И к себе даже появляется такая требовательность и строгость, которая изматывает и ведет к неврозу. Почему иногда накрывает слишком сильно? Потому что текущая ситуация очень редко про только сейчас. Она почти всегда задевает что-то старое. Например, расставание сейчас про потерю любви в детстве. И тогда силы реакции не соответствуют ситуации, потому что внутри это не один конфликт, это несколько конфликтов сразу. И вот что делает психика дальше. Любой конфликт – это эмоции, чувства, аффект. Кто-то говорит, это энергия. И это начинает искать выход, разрядки. И без сознания этот выход может быть в тело, в болезни, в усталость, в напряжение. То есть происходят всевозможные нарушения в организме. Сон, еда, напряжение мышц, мышечный панцирь, там всякие головные боли, напряжения, простуды привязываются и так далее. Или выход этих эмоций, этого аффекта может быть в гиперпродуктивности, наращивании контроля везде и во всем, в достижениях всевозможных, как бегство в работу. Это называется таким профессиональным и умным словом сублимация. Выход может быть как разговоры, жалобы. Это так называемое бегство в отношения, когда психика ищет как бы контейнер. Есть даже такой термин – контейнирование, но это неверное контейнирование. Неверное контейнирование выглядит и называется интеллектуализацией. Здесь происходит изоляция аффекта, и конфликт не проживается. Это как раз история про все понимание, но ничего не изменения. Так можно пошутить. Или выход может быть в пустых занятиях, просмотр сериалов, компьютерные игры, гадания, мечтания, алкоголь. И вот здесь происходит самое интересное. Конфликт может быть в отношениях, а вы убегаете в работу.
как бы переносите туда энергию конфликта, и напряжение на время рассеивается. Конфликт может быть в работе, а вы становитесь зависимым от компьютерных игр, например, и так далее. То есть энергия конфликта, аффект переносится в другую сферу. И кажется, что легче убежал, и напряжение спало, но конфликт не решился. Он как лежал внутри личностного, внутреннего психологического пространства, там и находится. И ждет нового своего часа актуализироваться. То есть проблемы копятся, как снежный ком. А потом мы сталкиваемся с тревожностью и даже паническими атаками, от чего становится совсем не весело и так далее. Там внутри этой динамики очень много припасено приключений. Тоже так можно пошутить. Но что здесь можно сказать как откровение? Конфликт можно решить только там, где он возник. Не через отвлечение, не через переждать, не через забыть или забыться, а через встречу с человеком, с ситуацией, с правдой. И чтобы реально понять конфликт, нужно ответить себе на 3 ключевых вопроса. Первый. Где это происходит, в какой сфере моей жизни? Может быть в сфере отношений, семья, просто отношения. Может быть в сфере работа, учеба, бизнес. Может быть в сфере смыслов, жизнь, религия, фантазии, мечты. Может быть в сфере тела, здоровья. Второй вопрос, на который нужно себе ответить. О чем это на самом деле? Что я защищаю? Какую потребность? Какую модель жизни? Какую идею собственного представления о себе? Какую историю? Но с этим вопросом идеально разбираться в психотерапии. Такой мой маленький совет. Третий вопрос. Как я с этим справляюсь? Тот способ, как и куда я перемещаю энергию конфликта. О том, о чем я говорила в этом видео выше. Итак, финальная мысль. Конфликт – это место, где мы можем впервые по-настоящему встретиться с самим собой. И в следующих видео я подробно остановлюсь на таких вопросах. Почему одни и те же конфликты повторяются, даже если люди вокруг нас меняются? Почему наши реакции бывают сильнее, чем ситуация? Как психика нас защищает и при этом искажает контакт? Как мы сами поддерживаем свои конфликты? Ну и, конечно же, что реально может менять ситуацию к лучшему? Если интересно, если вам откликнулось, то подписывайтесь, чтобы не потерять контент. Оставляйте комментарии, так как вы мне поможете понять ваши запросы на контент. И наше с вами общение и взаимоотношения станут более плодотворными. И ставьте реакции, так вы поддерживаете меня, и это есть тот способ, которым на этом этапе взаимодействия вы говорите мне спасибо. И это очень приятно, и это очень по-человечески. Благодарю вас за внимание. До следующих видео встреч. Пока-пока.